Сейчас будет рецепт из разряда 30 минут, и я супер женщина. Говорят, что это вкуснее, чем классический рецепт. Мы сейчас все проверим. Но это самые ленивые голубцы. Я сейчас объясню, почему. Давайте пока начну, покажу вам, что я приготовила. Значит так, для этого рецепта мне понадобится фарш 600 грамм. У меня 300 грамм говядины и 300 грамм куриного фарша из куриной грудки. Я сама делала, перебивала блендером, потому что у меня нет мясорубки. Вы можете взять только говядину, вы можете взять только курицу, вы вообще можете взять любое мясо, какое пожелаете. В общем, 600 грамм. Мне нужно 500 грамм капусты. Я не теряла время, я ее уже порезала. Я сейчас вам покажу. Я взяла вот такую капусту. Там есть видео, где я делала закупки, я вам показывала. Кто видел, кто не видел, посмотрите. В оригинальном рецепте Алины была шпицкой. Вот такая капуста, знаете, конусовидная, с острым носиком. Она более мягкая. Эта капуста уже более плотная. Она еще не зимняя, но уже плотная, ее даже квасить можно. Наша задача порезать ее как можно мельче. Я ее сначала порезала ножом, а потом я ее пыталась сделать из нее, в общем, вот таким вот образом измельчить. От того, насколько будет мелко измельчена эта капуста, будет зависеть аккуратность наших голубцов. Или они будут ежики, или они будут шарики. В общем, порезала как смогла, сделала мелко. Нужно 2 луковички для фарша, 2 луковички для зажарки. У Алины была 1 луковица на фарш и 1 на зажарку, у меня лук мелкий. И на зажарку 1 морковь, 1 яйцо. Рис нужно 100 грамм. Кто не знает, где взять такой рис, посмотрите, у меня в закупках я показывала. Я считаю, что это самый вкусный рис. Хотя для голубцов тоже пойдет, в Германии называется мильхрайс. Это такой круглозернистый рис, можно сказать. Из него варят молочные такие, рисовые каши. 1 лавровый листик. У Алины идет сметана 20%, по-моему, но у меня 2% йогурт. И у Алины идет 150 грамм краснодарского соуса, у меня будет 150 грамм вот такого вот пассерованные томаты соус, но я буду добавлять соль, сахар, потому что в краснодарском соусе, по-моему, насколько я знаю, уже это есть. У Алины был зубчик чеснока, у меня чеснока нет, у меня будет сушеный. В общем, соль, перец и вроде бы ничего я не забыла. В общем, начинаем. Так, с чего мы начнем наше приготовление? Так, я надеваю фартук, так как рецепт супер ленивый, значит он супер быстрый, значит он супер легкий, значит он мне подходит. Первым делом я ставлю чайник. Мне нужно закипятить воду. Мне нужно 100 грамм риса. Я его промываю. Рис я ставлю варить на 10 минут. После закипания 10 минут я буду варить. Воды я добавляю побольше, потому что мы будем откидывать его на сито. И добавляю соль. Конечно, фарш мы будем тоже солить, но рис отдельно я буквально пол чайной ложечки добавила. Сразу покажу вам, какую форму я буду брать. Эта форма 26 сантиметров на 20 сантиметров. В общем, вот такую форму я возьму. У меня должно получиться 16 голубцов. Так, мы нашу капусту теперь заливаем кипятком. Да-да, я видела в некоторых рецептах, и я тоже так делала, капусту поджаривают. Но в этом рецепте она заливается кипятком. Поэтому вы можете попробовать вот так и потом для себя сравнить, какой рецепт вам понравится больше. Я тоже для себя сравню, потому что осень, я думаю, что мы будем делать голубцы еще и будем пробовать разные рецепты. Сегодня этот. В общем, заливаем на 10 минут. Я накрою крышкой, чтобы она хорошенько пропарилась. Все-таки капуста не слишком мягкая. Тем временем мы сделаем сейчас зажарочку, поджарочку. Мы пожарим на любимой сковородке.
Это очень важно. Пожалуйста, не забудьте, что это очень важно. Пожарить именно на любимой сковородке. На нелюбимой сковородке ничего не получится. Лук и морковь. Я прям вот где капусту резала, здесь же буду резать. Уже все помыто, все почищено, чтобы не занимать ваше время. Резать можете обычно, как вы делаете поджарку. Ага, так значит вот, почему именно это блюдо. Опять же, осень для меня это капуста, это тыква, это яблоки, сливы. Я вам уже показала один осенний рецепт из тыквы. Вот, посмотрите это видео, кто не видел. И для меня это все равно всегда ассоциация с домом. То есть это все равно дом, родители, Украина. И здесь, в Германии, тоже любят очень овощи. Но я не знаю, есть ли такой немецкий какой-то рецепт именно голубцов. И как называется это блюдо в других странах? Вообще готовят ли его в других странах? Насколько я знаю, бывают. Но вот смотрите, в голубцы, например, в Дагестане голубцы называют это фаршированный перец. Там говорят на него голубцы. А я не знаю, как бы готовят из капусты или нет. Кто знает, напишите мне, как есть ли подобное блюдо в других странах. Так, а почему ленивые? Вот, я же вам обещала сказать, почему именно ленивые. Да потому что просто я не умею делать не ленивые. А где моя терка? Рис у меня закипел, капусту я залила. Ой, форс-мажор. Мы это вырежем обязательно. Зачем показывать, что я плохая хозяйка? Все, 10 минут. Я забыла, когда капусту залила, забыла таймер поставить. Огонь я делаю поменьше. Крышку приоткрываю. Почему именно ленивые голубцы? Да просто я не умею заворачивать обычные. И отправляем жариться. Вот. Я вот это все буду сейчас делать поджарку. Дальше, так как наш рецепт ленивый, вот это все нужно было бы пропустить через мясорубку, я имею в виду лук. Мясорубки нет. Можно было бы потереть на терке, но я быстро порежу, пока у меня жарится поджарка. 30 минут вы сейчас начнете говорить, вот, какие 30 минут? Это блюдо только в духовке проведет час. Друзья мои, 30 минут моего непосредственного участия. И имеется в виду нарезание овощей, там, помыть овощи. 30 минут. Потом поставил в духовку, включил таймер и занимаешься любимыми делами. Например, моешь посуду, моешь пол, моешь окна. Можно свитер связать за это время. Кто что любит делать. В общем, ни в чем себе не отказываем. Порезала я лук. Добавляю его пока к фаршу, но мы потом будем перекладывать это в тарелку, в миску побольше, потому что фарш надо будет хорошо вымесить. Ну как вымесить? Смешать. Сейчас же мы сразу же сделаем соус голубцам. Для этого мы берем 150 грамм пассерованных томатов. Если у вас краснодарский соус, то вы вообще молодец. Так, вот так. Теперь добавляем сюда 150 грамм йогурта. Вы возьмите сметану. А вы возьмите самую жирную, самую вкусную сметану. А я вам потом скажу, сколько килокалорий у меня получился именно мой рецепт. Но это в конце я скажу. Для таких девочек, как я, для которых это важно. Но опять же, если вы возьмете другой, чем бы мне это все помешать? Если вы возьмете другое мясо, то у вас будет другая калорийность. Но вы можете всегда пересчитать ее на свои продукты. А я вам скажу, какая калорийность получилась у меня. Это в конце все. Так, я накрываю крышкой, потому что масла я добавила чуть-чуть, немножко. Грамм 20 на все блюдо у меня будет.
Вот. И ставлю на 6. Так, рис у меня через 2 минуты будет готов. Я продолжаю с соусом. Значит, соус я смешала йогурт с этим, с томатом. Но теперь мне нужно сделать его вкусным. А вкусным я его сделаю с помощью соли. Вот. Соли и с помощью сахара. У меня не сахар, у меня сахарозаменитель. Вы можете взять сахар. У меня тут уже есть ложка. Я возьму прям пол чайной ложечки. Больше мне и не надо. Это чтобы смягчить вкус томата, кислоты вот этой томатной. Йогурт же тоже кислинку имеет. Я сейчас буду пробовать, что это получилось у меня. Я бы сахара добавила, честно. Давайте я добавлю пол чайной ложечки еще. А вы уже прям сами будете пробовать. Возможно, у вас будет сладкий соус. Или вы возьмете кетчуп. Или у вас паста будет сладкая. Но вы, пожалуйста, сами уж регулируйте. Да, вот это то, что мне прям понравилось. Все, овощи тушатся. Мне не надо, чтобы они были зажаристые. Все-таки это такое для меня диетическое блюдо. Так, рис. Так, 7, 6. Вот. Таймер пошел. 2, 1. Все, рис готов, капуста готова. А, что ты не выключаешься? Так, значит так. Откидываем на дуршлаг рис и откидываем на дуршлаг нашу капусту. И все остужаем. И я к вам вернусь, когда все остынет, поджарка будет к этому времени готова. Значит так, я взяла посуду побольше, рис остыл, ну можно теплый, я так думаю. Я эту капусту не просто отцежу на дуршлаг, Алина просто отцеживала на дуршлаг, а я ее даже вот так чуть-чуть отожму. Потому что я не думаю, что там нужна эта лишняя вода. Если вы будете тушить и капусту поджаривать на сковородке, то испаряйте всю вот эту влагу. Я сейчас делаю четко по рецепту, но потом я для себя сравню. И вы тоже попробуйте этот рецепт и скажите мне, какая больше вам нравится капуста, которая чуть-чуть протушенная или та, которая кипятком залита. Кстати, насчет залитой капусты кипятком. Если вы берете капусту для борща, даже для любых блюд, вот эту зимнюю, знаете, она может иметь иногда такой неприятный запах. Просто вот так заливайте ее кипятком перед тем, как опустить в борщ или любое другое блюдо из нее готовить. Даже если вы тушите капусту, сначала залейте ее кипятком. Знаете, кто это мне посоветовал? Это я была в лагере для беженцев. И у нас одна беженка, женщина была из Грузии, Назико ее звали. И вот она посоветовала мне это. И вы знаете, я попробовала. И, ну, действительно, я тоже стала так делать. Не всегда, смотря какая капуста. Если вот эта шпицколь, она мягкая, нежная, ранняя, так можно сказать, то тогда это не нужно. Если вот такая, как это я сейчас взяла, то вот это вот вообще годный совет, очень годный. Значит, мы смешали рис, смешали капусту. Теперь туда добавляем фарш и начинаем все руками, чистыми, без стеснения вымешивать. Значит, соль у нас для фарша 1 чайная ложка. Я думаю, что это маловато, но у нас будет еще соус соленый, поэтому пока достаточно. Теперь сюда отправляем яйцо. У меня размер М, 50 грамм. Теперь сюда же чеснок. Нужно было свежего зубочек, но у меня не было. У меня вот так чайная ложка будет сушеного. Черный молотый перец по вкусу. Все. И теперь мы это все руками хорошенько вымешиваем.
Наша задача, чтобы все было настолько органичным, чтобы наши голубцы не разваливались. Можно чуть-чуть отбить. По консистенции фарш идеальный. Они ни в коем случае у вас не будут рассыпаться. Значит, как я говорила, я беру вот эту форму. Алина ничего не сказала, должна ли я смазать ее маслом. Но я вот так вот делаю несколько пшиков маслом спреем. Я не знаю, зачем я это делаю. По-любому они не подгорят. Я руки делаю мокрыми. И мокрыми руками я должна сделать 16 шариков. Я сначала их просто примерно намечу. Довольно большие получаются. Форму можно было бы побольше, но у меня нет. Побольше форма у меня маленькая. Так, у меня будут голубцы большие. И у меня их не будет 16. Так что, Алина, извини. И голубцов у меня получится 9. Все, я разделила на 12 частей. У меня получится 12. И теперь делаю круглые, аккуратные котлетки. Котлетки делаются очень ровненько, придавливаем хорошо. Так интересно вот так брать идеи. Вроде бы блюда, те, которые уже готовили, да, уже знаешь рецепт. Все равно интересно попробовать по-новому. Все, смотрите, я вам сейчас помою руки. Смотрите, какая красота получилась. Ну, это действительно красавчики. И я их отправляю сейчас на 30 минут в духовку при 200 градусов. Духовка у меня теплая. Я же кухонь пекла. Она не горячая, но теплая. Да. Ну, вы, наверное, лучше разогрейте. Но вообще говорят, что если блюдо стеклянное, лучше заранее не греть. Но в таком случае, если я разогреваю заранее, я просто решетку, на которую я ставлю блюдо, я ставлю холодную. В общем, пока все, ждем 30 минут и наводим порядок. Друзья мои, смотрите, они чуть-чуть поджарились, подрумянились. Вот этот вот момент очень важный. Конечно, мы бы могли сразу залить их соусом и отправить в духовку. Но поверьте, вот этот момент, когда мы сначала их поджариваем, это именно такой аромат получается совсем другой, чем если бы мы просто залили соусом и уже в соусом готовили. Так что не пропустите вот этот момент, обязательно попробуйте сделать вот так. Сейчас дальше покажу вам, что я буду делать. Это просто нереально вкусно пахнет. Там чуть-чуть бульончика появилось, видите? Чуть-чуть бульончик. Вот. Но теперь мы делаем вот так. Сейчас я вас сюда поставлю, и чтобы вам было хорошо видно. Мы теперь берем нашу поджарку. У меня нормальная силиконовая лопаточка сломалась. Использую эту. И мы выкладываем поджарку равномерно, как получится, по голубцам. Масла я брала минимальное количество. Вы берите сколько хотите, потому что я буду считать калории, и для меня важно. И дальше, смотрите, мы выливаем соус. Туда еще велено лавровый листик положить. Я разделю его на 2 и вот так в разные места. Дальше соус мы точно так же пытаемся распределить равномерно. Надо срочно купить нормальную силиконовую лопатку. Эта вообще лопатка шла в комплекте с японской сковородкой для японских омлетов. И она у меня и в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорится. Так вот, это еще не все. Мне нужно пол-литра кипятка. И я прям уверена, что сюда нужно еще соль. Я чайную ложечку положу сюда, чайную ложечку в кипяток соли. Хотя Алина ничего про это не говорила. Кипятка многовато, по-моему, но я делаю строго по рецепту. У нас ровно на эту форму. У Алины форма была чуть побольше, чем эта. Но в этой форме, которая чуть побольше, у меня там уже кухонь приготовлен. Поэтому форма только такая. Я отправляю это все на 35-40 минут снова в духовку. Все, дай бог теперь это все не разлить, не разбить. Эту всю красоту я оставляю на 45 минут. Ну, а теперь самое интересное.
сколько же стоит все это блюдо и во сколько нам обошлась одна порция. Вы удивитесь, как бюджетно это получилось. Смотрим, что у нас получилось. Ох, знаете, у нас получилась такая красота. Вы посмотрите. Вот у нас что получилось. Как говорится, и в пир, и в мир. Беспроигрышный вот вариант. Друзья мои, вы просто посмотрите на это. Соус весь впитался, соуса практически нет, только густой соус. Ну что я могу сказать? Я еще раз убеждаюсь, что народные рецепты, которые испокон веков готовили наши бабушки, они нас могут всегда выручить, особенно во времена, когда нужно экономить. Эти рецепты всегда придут на помощь, и этот рецепт один из них. Существует много вариантов голубцов и ленивых голубцов, но если вы приготовите по моему рецепту, который я сейчас предложила, поверьте мне, ваши близкие, гости останутся довольны, и еще долго-долго вы будете готовить этот рецепт снова и снова. Берегите себя и своих близких, дорогие мои. Пока-пока.